Способна ли голова змеи, отделенная от тела, укусить? На первый взгляд напрашивается вполне логичный ответ, что нет. Но не так все просто. Если вы думаете, что опасны только живые змеи, то вы ошибаетесь. Некоторые змеи сохраняют рефлексы и способны укусить даже после своей смерти. Это на самом деле может быть более опасным, поскольку они теряют способность регулировать впрыскивающий яд, что может привести к более ядовитому укусу. На такое даже способна отрубленная голова змеи. Помните, что яд змеи находится в голове, и поэтому в таком состоянии она может впрыснуть практически весь запас яда. National Geographic в 2013 году поделился видео, которое снял Томас Скотт в своем гараже, где обнаружил гремучую змею. После того, как Томас нанес то, что он считал смертельным ударом, голова змеи, отделенная лопатой от тела, продолжала сканировать область, ожидая возможности нанести удар. Тогда некоторые люди прозвали голову змеи зомби-головой, которая реагировала на движение и даже открывала свою пасть, пытаясь укусить. 27 мая 2018 года 43-летняя Дженнифер готовила свой двор и сад к семейному барбекю, когда увидела гремучую змею среди своих цветов. Она рвала траву, когда неожиданно чуть не схватила техасского гремучника. Женщина позвала своего мужа, 40-летнего Джереми, который приближал с лопатой и запустил инструмент в ядовитое животное, обезглавив его. Когда голова змеи была отрублена от тела, пара решила, что им не грозит какая-либо опасность. Но женщина всего через 10 минут вернулась из дома в сад, когда услышала, как ее муж кричал снаружи. Она побежала во двор и увидела, как клыки гремучей змеи вонзились в пальцы правой руки ее мужа. Змея укусила его, когда он пытался убрать останки змеи. Дженнифер набрала 911 и вместе с мужем в машине поехали в местную больницу, чтобы ему ввели противоядие. Но когда она ехала, состояние Джереми ухудшилось, и казалось, что у них быстро вышло время. Мы проехали по дороге всего 2 мили, прежде чем он начал терять и снова приходить в сознание. Начались приступы. Это было очень страшно, вспоминала женщина. Я пыталась успокоить его, подбодрить, и чтобы он был в сознании, и просто дала понять, что мы получим помощь. Когда Джереми потерял сознание, Дженнифер остановилась и подождала медицинский персонал, который доставил ее мужа к вертолету, полетевшему в госпиталь. Оказавшись там, Джереми впал в септический шок, и в тот вечер врачи ввели его в медикаментозную кому. Его артериальное давление продолжало падать, поэтому не давали ему много жидкости. Я подумала, что все будет в порядке, но тогда врач сказал, что это очень мрачный сценарий из-за количества яда, который он получил. Вот тогда я поняла, что он не выбрался из темноты. Когда искусственная вентиляция легких не помогала, и его органы стали отказывать, врачи несколько раз сказали ей, что ее муж не может пройти через это испытание. Тем не менее, Джереми пережил свой первый критический день, и врачи смогли его стабилизировать. Джереми вышел из своей комы на 4-й день, получив в общей сложности 26 доз противоядия. Это огромное количество, учитывая, что обычно требуется от 2 до 4 доз. По состоянию на 11-й день Джереми оставался в стабильном состоянии, хотя испытывал острую почечную недостаточность. Он стабилен, но он все еще находится на диализе, потому что его почки не работают, сказала его жена. Они много заботятся о ране, когда он потерял кожу на 2 пальцах правой руки. Это просто высокий риск инфекции для такой раны. Еще один случай произошел также в США. Для мужчины из Алабамы, который стрелял в гремучую змею, стало неожиданностью, когда обезглавленная змея попыталась укусить его, посчитав, что она уже должна быть мертва. Билли Форбус увидел змею, когда работал в своем саду, и несколько раз стрелял в нее. Позже он положил ее в заднюю часть своего пикапа, чтобы показать своему отцу и брату. Билли сказал, что животное примерно через час снова начало двигаться, когда он схватил его с помощью инструмента. Видео, опубликованное в социальной сети, показывает, что животное пытается нанести удар Билли, хотя у него нет головы. По данным National Geographic, когда змею обезглавливают, ее голова все еще имеет способность выполнять рефлексивные действия, такие как открывание рта. Она все еще способна укусить и ввести большое количество яда.
Змеи способны сохранять эти рефлексивные способности до часа после того, как их головы были отделены от остального тела. Известно, что тела обезглавленных змей также поднимаются в положение выпада, даже после того, как они были отделены от головы. История, которая была опубликована в 2014 году, сообщала, что шеф-повар из Китая был смертельно укушен отрубленной головой кобры, когда он готовил суп из ее остальной части тела. Голова змеи укусила через 20 минут после того, как он отделил ее. В январе того же года австралийский мужчина был укушен красно-черной змеей, через 45 минут после того, как он отделил ее голову лопатой. Из всего этого напрашивается только один вывод. Не стоит обезглавливать змею, поскольку из одной опасности вы делаете две – голова и остальное тело змеи. В таких случаях лучше привлечь специалиста, который поможет вам убрать змею с вашей территории. На этом все. Подписывайтесь на канал и оценивайте контент лайками или дизлайками. Всем пока!